Некоторое время назад я обнаружила в своих файлах бесчисленное количество видео, где сами участники BTS своими словами или действиями часто намекали на то, что между Таекуком что-то не так. Это было очевидно в бесчисленных моментах, когда их взгляды, слова и другие вещи, казалось, подтверждали, что отношения Тэхёна и Чингука были чем-то большим, чем просто дружба. Это продолжается и по сей день, у них до сих пор часто бывают шутки, понятные только им, которые ни один фанат не может разгадать, и которые становятся предметом многих событий, происходящих в этом очень загадочном пейринге. Например, когда Чингук пел «Crystal Snow» перед Ио и открыто посвятил свою партию Тэхёну, изменив слова с «И я хочу обнять тебя», прежде чем он исчезнет, на «Я хочу обнять ТТ еще раз», прежде чем он исчезнет. Это заставило Тэхёна застенчиво улыбнуться и вызвало множество криков от Эомэ, которые стали свидетелями одного из многих моментов, когда отношения Таекука были раскрыты таким образом. 28 ноября Чимин спросил Тэхёна, были ли шорты на нем нижним бельем или штанами, так как они были слишком короткими для прямой трансляции. Тэхён ответил, что это штаны, похожие на нижнее белье, хотя на самом деле это были шорты, подчеркивающие его ноги. Стоит отметить, что с самого начала Тэхён ясно дал понять, что не будет проводить прямую трансляцию один, так как ему легко становится неловко говорить на камеру, когда он один. Поэтому он намеревался взять с собой Чингука. Он даже попросил персонал, если они следили за трансляцией, передать Чингуку, что Тэхён лично разыскал его, чтобы поговорить с Эомай. Тэхён вообще не упомянул, что придут другие участники или что будет гость, так как он просто ждал появления Чингука. Странно то, что Тэхён с самого начала знал, что Чингук придет, и все равно небрежно надел шорты, похожие на нижнее белье. Реакция Чингука была понятна, он, казалось, не мог оторвать глаз от того, что находилось под столом, где стоял штатив для камеры, словно первоклассный воин, терпевший весь час мучительной прямой трансляции. Затем они так посмотрели друг на друга. Единственное, что подтверждало, что мы все в тот момент были навязчивыми третьими лицами, это выражение лица Чимина, поскольку Тэхён и Чингук продолжали долго смотреть друг на друга, как будто камер и зрителей и не было, пока Чимин наконец не сделал вид, что уходит из явно неловкой ситуации. На шоу Джеймса Кордена Джеймс и Макс Мингелла притворились Чингуком. Оба сказали, что им нравится Тэхён, как будто они знали что-то большее, чем мы, простые фанаты. Макс Мингелла даже сказал: «Знаете, мы знаем». Даже когда участники сыграли акростих для Эовай перед прощанием, Тэхён воспользовался моментом, чтобы попросить Чингука поцеловать его перед всеми. Это привело к нескольким секундам тишины, которые позволили Чингуку отреагировать определенным образом, в то время как Тэхён наблюдал за его реакцией, на которую он надеялся, поскольку его попытка заставить Чингука понервничать работала. Именно этот момент больше всего укрепил мои чувства к этой паре. В 2019 году Сакджин провел прямую трансляцию в честь своего дня рождения, пригласив в качестве гостей нескольких других участников группы. Со временем гости начали уходить один за другим, чтобы дать Сакджину немного уединения. Тэхён и Чингук наконец ушли вместе, но за кулисами Тэхён первым вышел, бросив взгляд на дверь, а через несколько секунд Чингук ушел в противоположном направлении, ища кого-то, кого он не заметил. В конце концов он понял, что человек, должно быть, пошел в другую сторону, поскольку его улыбка выдавала его намерение, и он специально открыл дверь, чтобы быть с Тэхёном. В третьем сезоне Bon Voyage участники заключили соглашение по предложению Чингука о том, что они тайно выберут себе комнаты и никто не скажет Тэхёну, чья это комната, когда он приедет, чтобы обеспечить справедливый выбор. Однако все начали подшучивать над Чингуком, говоря, что Тэхён обязательно выберет комнату, которую он будет делить один. Чимин, Сакджин и Юнги были в комнате наверху, Хасок и Намджун в правой комнате внизу, а Чингук был единственным, кто выбрал левую комнату внизу. Это не уменьшило его энтузиазма, а, наоборот, усилило его. Через несколько дней после приезда Тэхёна сам Чингук наконец намекнул, чтобы Тэхён понял скрытый смысл и в конце концов вошел в комнату, которую занимал только Чингук, чтобы разделить ее с ним. Он даже признал, что правая комната уже занята двумя людьми, хотя это было запрещено. Остальные смеялись над тем, что явно делал Чингук, а Намджун задавал ему вопросы,
и в итоге Чингук оказался в неловком положении из-за своего чрезмерно сложного плана подвести к себе Тэхёна. Это стало еще более очевидным, когда Намджун сказал, что сам Чингук предложил ничего не говорить Тэхёну, чтобы быть справедливым, но Чингук выглядел нервным и неспособным защитить себя, потому что именно этого он и хотел с тех пор, как Тэхён приехал. И еще один момент, который, как мне кажется, показал, что отношения Тэкука и Чингука – это больше, чем просто дружба. Это когда участники начали говорить, что теперь Чингук может по традиции выбирать, кого поцеловать, поскольку он достаточно взрослый. Намджун даже сразу же предложил Тэхёна как единственный вариант для поцелуя Чингука, отчего Чингук покраснел. Или когда Тэхён неоднократно противоречил сам себе, говоря, что смотрел трансляцию Чимина и Сакджина, поедая мясо, хотя ранее говорил, что тренировался с Чингуком. Сакджин начал сомневаться в этом странном объяснении, потому что оно не имело смысла, пока Чингук наконец не произнес слово «свидание». Ситуация стала неловкой, потому что Тэхён, казалось, пытался это скрыть перед камерой, даже начал вырезать лед и хлопать в ладоши без видимой причины, в то время как остальные заметили неловкость и попытались отвлечь внимание, сказав, что пора уходить. Продолжая тему этих откровенных моментов, в прямом эфире Чимин рассказал, как однажды Чингук сказал, что хочет сесть на диету. Но Тэхён вместо этого отвел его в мясной ресторан и накормил. Чимин объяснил, что Тэхён был жестоким в этом, потому что знал, что Чингук не откажет, если Тэхён попросит. И это был не единственный раз, когда эта история была рассказана. В прямом эфире, который они втроем провели, Чимин рассказал историю перед ними двумя. Чингук хотел сесть на диету, но подошел Тэхён и сказал, что покормит его, а затем покормил его своими палочками, открывая рот, чтобы Чингук мог его покормить. Это смутило Тэхёна, но Чингук добавил еще одну деталь, которая сделала все еще яснее. Это напомнило ему обо всех случаях, когда Чингук кормил Тэхёна, когда Тэхён вполне мог сделать это сам, но упустить возможность поесть у Чингука было бы для него неприемлемо. Или когда Сакджин хотел посплетничать, сказав, что они поссорились перед эфиром, потому что им было неловко, и они не знали, о чем спросить друг друга. Оба тут же все отрицали, заявив, что никогда не ссорились, а просто вместе получили выговор. Сакджин сказал, что именно так и начались слухи, а Хасок отметил, что они говорили друг другу, что являются друг для друга водой и огнем. Сакджин был в замешательстве, затем Тэхён сказал, что ему нужен огонь, а Чингук – вода, поэтому он надел синее, чтобы это символизировать. Самое главное, у Тэхёна не было ничего красного, поэтому он сказал, что ему нужен огонь, но у него он уже был, Чингук, поэтому они никогда не расстанутся. Согласно предсказанию гадалки, Тэхёну действительно нужен был огонь, и поэтому рядом с ним был Чингук. В обмене подарками Тэхён должен был анонимно подарить Чингуку подарок. Он подарил ему духи и письмо. Чингук прочитал письмо вслух, в котором говорилось, что его «малыш» странно пахнет ночью. Сакджин с недоумением спросил, почему в письме используется слово «малыш». Затем Чимин рассказал, что подарок был от Тэхёна, как будто этого было достаточно, чтобы объяснить, почему Чингука называют «малышом». В одном из эпизодов Бэнгтрон Бомб Чимин спрашивает Чингука, счастлив ли он. Чингук отвечает утвердительно, потому что, если бы он не служил в армии, он не был бы счастлив, а в последнее время у него хорошее настроение. Чимин тут же спрашивает, не из-за ли это Ким Тэхёна. Чингук быстро отвечает, что из-за армии, с многозначительной улыбкой, которая явно его выдает. Вот такую улыбку вы увидите, когда посмотрите видео с моего нового канала Ел Баррио де ля Ходжа, где я буду обсуждать свои любимые сериалы, фильмы и аниме в совершенно другом формате, с новым голосом, который будет сопровождать меня в этом путешествии. Ссылку я оставлю в описании. Но вернемся к этому видео. Я также хотела бы добавить момент, когда Хобби во время ужина в 3 сезоне Bon Voyage говорит, что Тэхён и Чингук обнимались во сне, когда он пришел за ними. Он постоянно спрашивает, почему застал их в таком положении. Тэхён обнимает ногу Чингука, а затем говорит, что это он сам обнимал Чингука. Но в конце концов, они действительно обнимались. Чимин переводит слова Хобби, хотя сам, кажется, все еще в замешательстве. Возможно,
Это не раскрыло их напрямую, но тот факт, что Намджун придвинул Чингука ближе к Тэхёну, а затем они с Юнги обменялись многозначительными взглядами, заставил меня много о чем задуматься. Особенно, когда Тэхён попросил Чингука остановить трансляцию, чтобы они могли поговорить наедине. Чингук тут же сказал, что он уже 35 минут в эфире и пора заканчивать, хотя ранее говорил, что хочет продлить. Чимин даже раскрыл их, издавая насмешливые звуки поцелуя. Все взгляды, которые участники обменивались простыми действиями, заставляли меня верить, что между Тэхёном и Чингуком есть нечто большее, чем просто дружба. Возможно, многие так не считали, но для меня это было настолько реально. Даже если многие отказывались это видеть, существовали тысячи ситуаций, доказывающих обратное, взгляды, действия и смыслы, которые мы не могли игнорировать, даже если бы пытались. Тэкук был настоящим, сегодня и всегда.